Текила – крепкий алкогольный напиток, изготовляемый путем дистилляции сока из сердцевины однодольного растения голубой агавы. Интересно, что на его основе также делают пульки, мезкаль, кокуй. Это традиционные американские алкогольные напитки с содержанием спирта от 38% до 56%. Растение растет исключительно в засушливом районе Мексики, в штатах Халиско, Гуанахуато, Тамаулипас, Мичоакан, Наярит. Согласно регламентированным стандартам специализированного органа страны Tequila Regulatory Council, в настоящей текиле минимальное содержание спирта из голубой агавы составляет 52%. Интересно, что регионы, в которых разрешено культивирование растения, пребывают под защитой ЮНЕСКО. Первые вариации текилы готовили еще ацтеки. У индейского народа данный напиток назывался актли или пульки. Именно он стал основой для приготовления первой текилы. В начале 17 века маркиз Педро Санчес де Тахле соорудил первую специализированную винокурню и запустил массовое производство текилы. А с 1608 года введен налог с продаж горючего напитка. Необходимый сок агавы выделяется только под воздействием высокой температуры, поэтому плоды томятся в специальных печах. Или на более современном оборудовании, в стальных автоклавах, в которых агава подвергается термической обработке с помощью пара. После того, как основной составляющий компонент перенес паровую обработку. Он начинает выделять необходимый сок, но основная его масса все равно сосредоточена внутри плодов. Поэтому для получения этого эликсира их промывают и измельчают специальными мельницами. Или используют традиционные способы отжима – большое каменное колесо, называемое тахона. Сладкий сок агавы отправляют на брожение. Это процесс превращения сахаров в алкоголь. На выходе получается полуфабрикат с содержанием спирта не более 7%. Процесс ферментации длится от 2 до 12 дней. На производствах строго следят за температурой брожения. Если будет слишком холодно или жарко, процесс пройдет с нарушениями. Когда процессы брожения завершены, сусло отправляют на перегонку. Но предварительно вязкая жидкость фильтруется, важно убрать мелкие частицы агавы и прочие примеси. Как правило, сусло перегоняют дважды. А для получения текилы премиум-класса дистилляцию проводят и 3, и даже 4 раза. После первой перегонки напиток имеет невысокую крепость и вкус, чем-то напоминающий вино. Но после второго круга дистилляции градус повышается, содержание спирта варьируется в пределах 50–55%. Текила после перегонки кристально-прозрачная. Свои характерный вкус и аромат напиток приобретет только на следующем этапе. Текилу выдерживают в дубовых бочках. Процесс может занимать всего 3 месяца, а может растянуться на 3 года. Именно в деревянных резервуарах сброженный сок агавы превращается в текилу, терпкую и ароматную. Есть сорта текилы, которые вовсе не подвергаются выдержке. Тогда напиток сразу после перегонки отправляется на розлив. Но его тогда подкрашивают, чтобы сделать похожим на настоящую текилу. Розлив на современных предприятиях осуществляется автоматически. Впрочем, на некоторых заводах с многовековой историей практикуют другой способ – каждую бутылку наполняют вручную. Процесс трудоемкий, но таковы традиции.